Привет, Вера. Скажи, так правильно? Я 11 лет. Ну, почти. Ошибка номер один. Не я 11 лет, а мне 11 лет. Ага, мне 11 лет. А тебе? Мне 10 лет. Легко же. Запомни. Мне, потом число и лет. Окей, правило понял. А так можно я говорить по-русски? Не. Ошибка номер два. Надо «я говорю» по-русски. Почему? Потому что «я» — это «говорю», не «говорить». Я говорю по-русски. Медленно. Нормально. Все так сначала говорят. Ничего страшного. А можно сказать «ты говорить быстро»? Опять нет. Надо «ты говоришь» быстро. Ты говоришь быстро. Я говорю медленно. Вот, уже звучит по-русски. Ладно. А так, я 11 лет, я устала? Подожди. Ошибка номер 3. Рот. Ты же мальчик. Ну да. Мальчик говорит «я устал». Девочка говорит «я устала». Ага, понятно. Я устал. А ты? Я девочка, так что я устала. Сложно. Ничего страшного. Повтори. Я устал. Ты устала. Идеально. Слушай, а если я хочу сказать «я есть телефон»? Ого, это уже жестко звучит. Ошибка номер 4. А как правильно? По-русски мы говорим «у меня есть телефон». У меня есть телефон. Да, структура такая. У меня есть, когда у тебя что-то есть. У меня есть телефон. У тебя есть телефон? Да, у меня тоже есть телефон. Прикольно. Значит, не я есть, а у меня есть. Точно. Ладно, пятая ошибка. Я скажу, а ты проверишь. Давай. Я живу на России. Норм? О-о. Очень популярная ошибка. Ошибка номер 5. Я знал. Надо «я живу в России». В России. Да. В России, в Москве, в школе. А когда на? Например, на улице, на уроке, на работе. Я живу в России. Я учусь в школе. Я сейчас на уроке русского. Вообще круто звучит. Смотри, я все помню. Ну-ка, давай мини-резюме. Мне 11 лет. Я говорю по-русски. Я устал, но у меня есть телефон, и я живу в России. Супер, без ошибок. И пословица как там? Ты вчера говорила. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Это типа, если не работать, русский сам не выучится. Ага. Но все равно ничего страшного. Ошибки — это нормально. А ошибки — это нормально. Учимся вместе. Точно.